Полноразмерные наушники от Xiaomi Halo с поддержкой фирменного приложения. На этом можно в целом и начинать обзор, потому что Halo наконец-то решилась предоставить приложение для своей аудиопродукции. Также данная модель имеет активное шумоподавление до 42 дБ, режим прозрачности, мультипоинт до 2 устройств, приятный дизайн, качественный материал, режим низкой задержки, возможность использовать их как по Bluetooth соединению, так и по кабелю. Обо всем этом и не только можно прочесть в рекламе к наушникам под названием Xiaomi Halo S35. Их первый блин, как говорится. Но как на самом деле дела обстоят у данной модели, я сейчас вам, разумеется, расскажу. Распаковка. Поставляется данная модель в неплохой упаковке, но она пришла слегка помята. На ней есть изображение, название и краткие характеристики модели. Упаковано все неплохо. В комплекте мы имеем наушники, краткое руководство. К слову, QR-кода для приложения я в нем не обнаружил, но об этом позже. Далее есть кабель для зарядки с USB-A на Type-C и кабель с мини-джека на мини-джек, за что отдельное спасибо. Никакого мешочка или кейса для переноски нет. Понятно, что ценник низкий, но как по мне, мешочек было бы можно и запихать за $0,50. Вес данной модели 293 грамма. Внутренняя часть амбушюр имеет следующие размеры: 56 на 39 миллиметров. В целом, для многих они будут полноразмерными. Но если нет возможности их где-нибудь примерять, то измеряем свои уши и делаем выводы. 7 обзоров в неделю выгружаю, ежемесячно разыгрываю 5 Mi Band 7 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео в конце месяца. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, телеграм-канал взаимопомощи и мой личный телеграм-канал по ссылке в описании. Все розыгрыши, повторяюсь, в конце месяца. Перейдем же к наушникам. Поставляется данная модель в бежевой, черной и фиолетовой расцветке. Дизайн наушников минималистичный, даже в фиолетовом цвете они выглядят интересно и стильно. Основная часть выполнена из качественного матового пластика, а также есть части, которые выполнены из металла. Материалы не марки, сборка отличная. Наушники имеют складную конструкцию, за что отдельный плюс, так как это удобно, но крепления вместе сгиба пластиковые. Не скажу, что они хлипкие, но возможно, если неаккуратно складывать наушники, то крепление сломается. Опять же, у меня за время тестирования ничего подобного не произошло, и намека на это не было. Но металлическое крепление выглядело бы внушительнее. Далее, оголовье мягкое, но область с мягкой вставкой узковатая, как по мне. Можно бы было сделать его шире. Сила зажима умеренная, с головы просто так наушники не слетят. Но для пробежек я бы их не использовал, так как из-за веса они могут сползать, и их придется постоянно поправлять. Механизм регулировки размера 10-ступенчатый, выполнен из пластмассы и металла. Размер неплохо фиксируется, но изредка слетает. Чашки поворачиваются приблизительно на 120 и 30 градусов в разных плоскостях, что стандартно для многих полноразмерных ушей. Амбушюры мягкие, выполнены они из качественного материала, химией не пахнут, как и в целом сами наушники, за что отдельный плюс. Эффект памяти у амбушюр хороший, если использовать наушники вместе с очками, то сильного дискомфорта не будет. Снять амбушюры с чашек возможность есть, что хорошо. В случае, если амбушюры придут в негодность, можно будет их заменить на новые, это удобно. Посадка Halo S35 хорошая, при длительном прослушивании музыки дискомфорта я не обнаружил. Пассивная шумоизоляция отличная, на шее наушники можно носить без проблем, чашки не мешаются. На корпусе наушников можно увидеть краткую характеристику мелким шрифтом, маркировку left и right, внутри амбушюр букву H, а также на правой чашке есть разъем USB Type-C для зарядки, разъем мини-джек на 3,5 мм для проводного подключения, LED-индикатор, 3 микрофона и 3 физические пластиковые кнопки для управления. К сожалению, они не прорезиненные. На левой чашке расположили только 2 микрофона. По кнопкам мы имеем стандартно кнопку регулировки громкости, не качельку, кнопку ANC и многофункциональную кнопку включения-выключения. Из команд также есть play-пауза, переключение треков, ответ-сброс вызова и переключение между режимами активного шумоподавления. Чтобы увеличить громкость, необходимо нажать на одну кнопку регулировки громкости, а чтобы уменьшить громкость, необходимо ее зажать, что, к слову, удобно. Также на правой чашке расположили сенсорную область, и она отвечает за включение-выключение режима низкой задержки и вызова голосового ассистента. Удобно, что зажатием включается режим прозрачности, а музыка становится тише, и как только убирается рука с сенсорной области, режим прозрачности выключается. Sony, привет тебе, не зря вы такое придумали. В целом управление хорошо реализовано, но, как по мне, удобнее, если бы кнопки были бы прорезиненные и слегка отличались. На нажатие наушники откликаются моментально, команды сопровождаются системными звуками. Летим дальше. Оснащены наушники стандартно 40-мм динамическими драйверами. Есть сертификация HRS Audio, частотный диапазон стандартный от 20 Гц до 20 кГц, как и сопротивление 32 Ома. Активное шумоподавление до 42 дБ на борту с 3 режимами, в основном на
хорошо справляется с монотонным негромким шумом. Но в целом, чтобы не слышать шум в метро, хватает 60% громкости музыки в включенном ANC. Режим прозрачности также на борту, он не раздражающий, разговаривать с собеседником, не снимая наушники, можно без проблем. Но с включенным режимом прозрачности слышен легкий шум в наушниках. Отмечу, что ANC работает даже если использовать наушники по кабелю. Но вот микрофоны работать не будут. Заряд наушников в шторке отображается, автоматически подключаются к ранее сопряженному устройству после включения. Датчиков автопаузы нет, как и анимации при подключении. Полноценный мультипоинт до 2 устройств на борту, работает он корректно. Емкость аккумулятора наушников 600 мАч, полный цикл зарядки занимает 2 часа 14 минут. По моим тестам Halo OS35 могут отыграть с кодеком AAC на 75% громкости и с выключенным ANC около 48 часов. С включенным активным шумодавом не больше 38 часов. Время автономной работы среднее, мне лично его достаточно. Автовыключение питания на борту у меня они выключились после 5 минут простоя. О водонепроницаемости наушников информации я не обнаружил, так что не советую прогуливаться в них под дождем, так же как и топить их. Bluetooth предпоследней версии 5.2, из кодеков на борту только AAC и SBC, через две стены не отваливались и фризов я не наблюдал. По стабильности связи данная модель показала себя в целом хорошо, как и в плане задержки, так с включенной функцией низкой задержки просматривать видео на YouTube можно без проблем, как и играть в игры. Но напоминаю, что можно подключать наушники по кабелю и задержка будет минимальная. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны с шумоподавлением ANC отрабатывают хорошо. Перегруз есть, но небольшой. Микрофоны справляются так же, как и микрофоны подобных наушников в этой ценовой категории. Ничуть не лучше и не хуже. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов беспроводных полноразмерных наушников Halo. И я думаю, что вы слышите, что микрофоны работают неплохо. Это раз для такой стоимости, опять же. Второй момент, напоминаю, что по мне звучат наушники прямо очень классно, опять же, за свои деньги. И третий момент, самое главное, пример микрофона вы услышали, условия вы видите. Звучание с небольшим акцентом на низкие частоты, бас не мощный, но звучит приятно, вдобавок он плотный. Средний бас в наличии, звучание, как по мне, неплохо сбалансированное, так как даже на максимальной громкости каши практически нет. Громкость с небольшим запасом, как по мне, они громкие в меру, но однозначно есть полноразмерные наушники, которые звучат громче. Середина с неплохой проработкой, а высокие звучат отчетливо, но на высокой громкости слегка они песочат. Сцена средняя, детальности достаточно, учитывая стоимость. Звучание подойдет для современной музыки и не только, но мне было куда приятнее слушать хип-хоп, электронную музыку или тому подобное, чем классику, используя Halo OS35. Теперь к самому сложному. Приложение Halo Sound. Оно доступно как на Android, так и на iOS устройствах. Но если на iOS устройствах в Apple Store можно его найти под названием Halo Sound, то на Android в Play Market нет такого приложения. И я его смог скачать только через стороннюю ссылку. Рано или поздно оно, надеюсь, появится. Для того, чтобы использовать приложение, необходимо зарегистрироваться. У меня регистрация прошла только если выбрать в приложении местоположение Японии, ввести свои данные, после чего на почту придет проверочный код. В приложении есть 3 основные вкладки для настроек наушников. Это основная, где можно настроить ANC и не только. Вкладка с предустановками звучания и последняя вкладка с настройками устройства. Обновить прошивку в приложении можно, но я не советую на данный момент ничего обновлять, так как у меня после обновления жизнь моего экземпляра остановилась. Вот так. Наушники включаются, но к ним нельзя подключиться под Bluetooth. Сброс до заводских не помогает, как в целом и остальные манипуляции. По проводу они, кстати, работают. Далее делаем вывод, что Halo выкатила свое приложение и обновление, но, по-видимому, что-то они упустили. Минуса: нет датчиков автопаузы, в комплекте нет мешочка или кейса для переноски, и, конечно же, основной минус связан с браком конкретно моего экземпляра, либо дело было в обновлении. Если оживут, напишу вам в комменте. Обычно Halo таким не грешат, но вот как получилось, то я вам и рассказал. Не забудьте подписаться на
на YouTube, на телеграм-канал Скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Всем, кто оставит любой комментарий больше 5 слов, огромное спасибо. Знаете, вы помогаете проекту еще как. Без вас меня бы не было. Резюмирую, беспроводные наушники Xiaomi Halo OS35, как по мне, учитывая стоимость, очень даже отличные полноразмерки. Из плюсов отмечу приятный дизайн, качественную сборку, отличный функционал, неплохое время автономной работы, удобное управление, наличие фирменного приложения и качественное звучание. Если не брать, что у меня они перестали работать после обновы по Bluetooth, то девайсу однозначное да. Как бы это ни звучало, с сарказмом или нет, потому что при любом раскладе уши хороши. Добра и удачи вам, дорогие друзья!